Сейчас мы разберемся. Быть фармилой зашквар, туллеры, тупые гетто-высеры или сервера держатся на РПшерах. Готовьтесь проникнуть в души и преисполниться познанием классовых войн на нашем проекте Majestic RP. Автор видео абсолютно непредвзят и высказывает лишь свое личное мнение. Все типы игроков важны для поддержания комфортной игры на проектах Majestic RP. Классовые войны не утихают с самого начала РП серверов. Туллеры не любят фармил, фармилы не любят туллеров, а РПшеры не любят обоих. Надеюсь, никто не станет спорить, что эти три категории столпы РП проектов. Каждый из классов дает друг другу контент. Фармилу во время заработка грабят туллеры, туллеры перестреливаются с РПшерами, РПшеры хорошо продвигаются по карьерной лестнице и, задерживая туллеров, получают хорошие премии, на которые покупают у фармил вещи и автомобили. Но все заходит в тупик, когда один из них начинает считать, что лучше бы не было кого-то из них. У каждой категории игроков есть как положительные, так и отрицательные стороны. Но есть одна вещь, которая может подойти всем этим игрокам, особенно когда сейчас начался летний пропуск. Это промокод Таран. При регистрации либо вводи в чате /промо-таран. Он даст тебе 50 тысяч долларов и 7 дней Platinum VIP при достижении 3-го уровня персонажа. Ссылка для регистрации прямо под видео. Все же, почему разногласия иногда бывают настолько непреодолимыми? Все начинается с регистрации игроков на проекте. Он появляется в штате и происходит рождение фармилы. Так как всем нам надо получить права, потом заработать на еду и воду, далее мы прокачиваемся на какой-нибудь работе, чтобы хоть как-то прилично зарабатывать. Вот нам уже нужно фармить на быструю резвую машину, домик было бы неплохо, одежду бы посолиднее и помодней. И когда мы обретаем все это, мы готовы к следующей стадии перерождения. Нам становится интересно ездить на ограбы, дропы, трассы. Мы пытаемся научиться прилично стрелять. Приходится возвращаться к фарму ненадолго, чтобы купить хэвик, закур, бинты. И вот мы уже устраиваем похитки, делаем ограбы банков. Возможность прокачки следующего класса открыта. Нам в принципе нравится взаимодействовать с игроками, попадать в интересные и смешные ситуации. Вот только стрелять или не получается, или не нравится. Тогда-то мы начинаем отыгрывать РП. Сначала в ЛСПД, потом в ПИП. Предел нашего ролевого поведения это какой-нибудь ГОВ, прокурор или адвокат. Прямо сейчас, обернувшись и посмотрев весь путь нашего становления, мы понимаем, что для нас прошлая ступенька — это игроки, которые занимаются какой-то хуйней и не доросли еще до вашего уровня. А игроки, которые на ступеньку выше, они зажравшиеся скуфы, которые тратят слишком много времени на пиксели. Разобравшись с происхождением каждого класса, мог закрасться вопрос, почему тогда тот или иной игрок остается на каком-то из уровней и не идет дальше? Что-то я не заметил тысячи онлайн-РПшеров. Зона комфорта. В нее может засосать двумя способами: психологическим и техническим. Психологически мы чувствуем себя комфортно в своей категории. Мне не нравится стреляться, я люблю видеть цифру на карте и решаю вопросы монетой, а не патроном. Мне не нравится РПшить, учить законы и правила, быть вежливым. Я захожу в игру, чтобы отдохнуть, а не чтобы работать после работы. Мне не нравится в тупую ездить туда-сюда, зарабатывая копейки. Я выше того, чтобы мериться пиписькой на трассе. Технически у нас нет возможности попробовать новый геймплей. У меня слабый комп и у меня лагает за пределами шахты. А даже если и получится, я совершенно не умею стреляться, и меня уронят в первой же перестрелке. У меня плохой микрофон, и я школьник. Как я могу отыгрывать роль адвоката так, чтобы надо мной не смеялись? Нет, это не мое. У меня работа, семья. У меня нет столько времени, чтобы еще после домашних дел фармить часами. Мне нужно быстро получить какой-то контент и расслабиться. Исключение из правил. Есть 3 структуры, где могут уживаться все 3 категории. Семья. На начальных этапах семье нужны фармилы, чтобы закрывать контракты и развозить закладки. Ведь с каждого действия фармилы в семью капает процент, на который уже можно открывать новые контракты и возможности, такие как участвовать в аирдропе, делать ограбу банков и даже банально срезать бронежилеты. Далее оставшая семья нуждается в хороших стрелках, чтобы катать копты, участвовать в стрелках, МЦЛ, выигрывать на дропах, а также создавать движ в семье, чтобы было видно, что семья активно развивается и в ней кипит жизнь. РПшеры достаточно второстепенная каста игроков в семье, но классный РПшер может создать неповторимую атмосферу, подрядить как фармилу, так и туллера на какой-то РП-движ и чисто почилить вечерком под музыку у фонтана. Госструктуры. РПшер выходит на первый план в госструктурах.
Кто-то может не согласиться, но кто будет спорить с тем, что когда ты новичок и приходишь в то же ПД, если тебя встречают на собеседовании, задают вопросы, проводят РП-проверку, у тебя есть желание учиться и продвигаться по карьерной лестнице. РПшеры часто занимают роли старшего состава, отдела HR. Через них и начинаются пути всех сотрудников. Тулеры, или скажем так, боевая мощь госфракции, показывают, насколько сильно должны уважать фракцию. И насколько твоя фракция будет закрывать свои потребности в матах. Если твоих бойцов можно щемить прямо возле ЛСПД, напрямую говорить, что твоя фрака АФК. Это не приведет ни к чему хорошему. Скорее ЛДК просто снимут, и история на этом закончится. Но хорошие стрелки и грамотные коллеры могут поставить на место взорвавшихся бандитов, группнуть людей на трассу, позабирать дропы, выбить банк или ограбу. Фармилы же второстепенные в госструктурах. Да, копейка идет в казну и с нее выписывают премии, но также денежку на премию выдает мэрия. Банда. Банда чаще всего это семья, которая по личным причинам решила взять лидерку. Банде нужны фармилы по тем же причинам, что и в семье. Бандам нужны туллеры по тем же причинам, что в госструктурах. Но исключение из исключений, бандам не нужны РПшеры. Как бы грустно это ни звучало. Можно было бы создать крутой отдел похиток, где РПшеры похищали бы известных личностей. Но зачем этим заниматься, если жизнь лидака банды слишком быстротечна? Их снимают быстрее, чем проводятся обзвоны на новых лидеров. Я постарался вам объяснить, что не надо презрительно или с ненавистью относиться к какому-то из типа игроков. Без них не было бы вас, а без вас не было бы их. Уважайте себя и тех, кто рядом с вами. Душите гостников, идите в гетто. Ой, это что-то не то. Я хотел сказать, пробуйте новое и развивайтесь.